Ну что, настал тот самый день, день операции детям в Польше. Мы проснулись в 3 утра, и вот уже почти 7 утра мы приехали на место. Это больница под Катовицами. Мы уже здесь были на предварительной диагностике, обследовании. И вот приехали в назначенный день на операцию. Я постараюсь поснимать, показать, как все будет происходить. Ну, конечно, я всю операцию снять не смогу, сам процесс, но какая будет палата, так как мы остаемся с ночевкой здесь. Обычно такую операцию делают без ночевки, то есть сделали и в этот же день поехали домой. Но так как мы живем далеко, ехать на машине 3 часа, то нам посоветовали остаться с ночевкой. Поэтому сегодня сделают операцию, а завтра утром проснемся и поедем домой. Мы уже подъезжаем, дети спят. Всю дорогу спали. Ну что, мы приехали. Адюша спит. Милана уже проснулась. Сейчас будем будить Адриану и идти. Приехали даже на 15 минут раньше. Супер, сейчас спокойно придем. Надеюсь, нам не придется долго ждать. Да, Милаша? Надеюсь. Угу. Ну что, я уже сходила сюда, и не все так просто. Даже не удивляюсь. В общем, пришла я на регистрацию, все, даю все документы, какие взяла с собой, результаты анализов. Не хватает одного анализа. И это не моя вина. Ну, вернее, наверное, моя. Я не знаю. В общем, изначально нам давали список анализов, которые нужно сюда сделать и принести. Анализ крови, группа крови, анализ крови такой расширенный. Я все это показала у нас в поликлинике педиатру. Она давала направление на анализы. Мы сдали кровь, все, нам сделали анализы. А оказывается, педиатр нам дал направление только на расширенный анализ крови, а на группу крови нет. И направление на группу крови здесь в Польше не дают. Это отдельная услуга, платная. И почему врач не сказал? Я-то об этом не знала. И нам педиатр ничего не сказала, просто молча ничего не сказала. Я думала, у меня все анализы есть, приехала сюда, представляете? И сейчас нас отправили здесь в место одно, где можно сдать кровь, потому что здесь прямо в больнице сдать нельзя группу крови. 15 минут ехать, и сказали, если мы успеем в течение 2 часов сюда вернуться с анализами, то нам сделают операцию. Если не успеем, то мы в пролете. Вот так вот. Так что под вопросом теперь наша операция. Называется «Доверяй врачам, но проверяй». Вот так. Так, ну что, приехали к лаборатории, сейчас пойдем спрашивать. Будем надеяться, что нас примут. Сейчас здесь куча этих дверей, надо найти еще конкретно, куда нам заходить. Так, лаборатория сюда, диагностика. Ага, все, заходим. Будем спрашивать. Что ты делаешь? Короче, пришли мы, ждем очереди. Еще 5 человек перед нами. Что ты, обезьянка? Обезьянка. Скажи, как думаешь, у нас получится сдать? Успеем? Нет. Не успеем? Ну, вот такая Адриана позитивная. Ну, что вы думаете? Получилось у нас или нет? Я скажу, что чуть-чуть еще, и мы просто сейчас бы ехали во Вроцлав назад. Здесь, во-первых, перед нами было 5 человек, очень долго принимали, мы минут 40, если не больше, сидели в очереди. И очень все прокурено в плане, что люди, которые сидели перед нами в очереди, это были мужчины в возрасте и прокуренные. И так просто запах стоял, я уже думала, боже, быстрее, уже нас бы приняли. Дошла наша очередь, мы заходим, я объясняю ситуацию, говорю, у нас сегодня операция, у нас нету анализа группы крови, нам нужно как можно быстрее. Нам говорят, нет, вы что, это вообще 3 дня делается. Ну, если вы хотите быстро, это, во-первых, платно, а во-вторых, это только если и платно, то только к часу, там, к 2 часам дня, в общем, где-то вот в обед. Я говорю, ой, нет, нам это не подходит. Я говорю, нам дали всего 2 часа в больнице для того, чтобы сделать анализ. Они говорят, нет, вы что, это нереально.
В итоге я говорю, давайте я сейчас позвоню в больницу и спрошу, будут ли они вообще ждать. Они такие, а вы откуда? Я говорю, мы с Вроцлава приехали. Очень далеко. Она говорит, хорошо, давайте, максимум, это прямо в 10 часов мы готовы, чтобы анализы были сделаны. А раньше никак. И это будет стоить дорого. Я говорю, сколько бы ни стоило, у нас нет выбора. Я говорю, хорошо. Я звоню в больницу, потому что те тоже просили предупредить их, успеем ли мы, чтобы они тоже знали, примут они нас или нет на операцию. В итоге я звоню в больницу, соединяю их, да, даю трубку здесь вот этой медсестре, которая берет анализ крови. И она говорит, что там в 10 только будут готовы, успеем ли мы. И те сказали, подождем. Короче, в больнице согласились подождать, а тут согласились сделать в 10, а не в час дня. Это просто. Вот мы сделали, сейчас анализ крови сдали, 1,5 часа нам нужно подождать. И заберем анализы и бегом едем в больницу. Аллилуйя. Вот так можно сказать, по невнимательности, да, врача, которая нам не сообщила об этом заранее, мы просто взяли и потратили сейчас 316 злотых. Вот так. Мы, чтобы убить время, зашли здесь недалеко, приехали в Экшен походить. В продуктовый магазин детей не веду, чтобы не дразнить их. И купила игру Адриане Memory, она любит пары отгадывать. Может быть, как раз в палате с милашкой поиграют, чтобы скучно не было. Вот такую, да, русалочки. Memory. Адриана любит такие на память игры. Вот, сделаю операцию, куплю вам мороженое. Я прочитала, что мороженое как раз после удаления 3-й миндалины, даже в первые 24 часа даже хорошо, потому что прохладное, холодное и убирает отек в горле. Поэтому куплю им мороженое. Сколько нам еще осталось ходить, бродить? Милаш? 5 минут. Не смотрела? Нам еще доехать. 40 минут. 40 минут осталось, да? Вот минут 20 еще походим и будем ехать назад. Пойдем пойдемте свечки посмотрим. Милаш, пойдем? Смотрите, уже на Пасху все пасхальное уже продается. Зайчики, кролики. Класс. Скоро Пасха. Ой, тут нет, тут... Да. Милашки тоже купила. Это за то, что ручку прокалывали повторно, да? Патчи под глазки. А Дюши игрушечка. Ну все, теперь идем забирать. Такая есть. Да, это чтобы ей ложечкой брать патчи. Милана, только сейчас не надо их одевать. Пойдем. Нюхай, она пахнет как какой-то... Алоэ. Алоэ. Это Для увлажнения, да. Все, пойдем. Все, успели, да? Покажи браслетик свой. Ой, какой красивый браслет. И у тебя браслетик. И тут браслетик, да? Все, нас приняли. Сейчас где-то 10, начало 11, да? Врач занят, он на операции. Сказали, освободиться к нам подойдет. И нам сказали, кстати, может быть, и сегодня вечером нас отпустят. То есть врач сам решит. Вот. Смотря во сколько он закончит делать нам операцию. Поэтому буду держать вас в курсе. Я думала, нас оформят в палату. И там будем ждать операцию. Нет, мы ждем в коридоре, когда врач освободится. А я думала, нас в палату оформят, и я смогу на YouTube как раз видео загрузить, потому что вчера монтировала, чтобы вы понимали просто. Смотрите, я взяла ноутбук с зарядкой, целый пакет еды, Влад нам, это Адриана играла с йогуртами, Влад нам целый пакет еды купил. Тут игра, вот, которую Адриане сейчас в Экшене купила, ноутбук. А тут у нас еще пакет с вещами переодеться, тапочки. Вот. И скорее всего, я не успею видео на YouTube залить. Ну, главное, что мы сюда успели на операцию. Это самое главное. Адриана Милану достает. Котик, давай играться, говорит. У Адрианы такая любимая игра.
Милана котик, а Адриана кто? Мамочка? Ну, либо наоборот. Да, и вот они любят в такое играть. Ну, молодцы, детки, ничего не пили, ничего не ели с утра, и не капризничают, и не просят. Так, сейчас у нас 11 часов, мы уже час сидим здесь, ждем. Пока ничего. Ну что, нас заселили в палату, наконец-то. Сказали все-таки, что лучше нам остаться, хотя, типа, вечером на ночь мы уже можем ехать домой, но посоветовали все-таки остаться с ночевкой. Сейчас покажу нашу палату. Мини-рум-тур такой. Вот мы заходим. У нас только 2 кровати, то есть у нас отдельная комната. Вообще в палатах несколько кроватей, и могут лежать там несколько детей, да. Вот нам повезло, нам сказали, вам повезло, у вас отдельная персональная комната. Здесь сразу вешалка, вот 2 кровати, 2 тумбочки, здесь шкаф, который почему-то мы не можем открыть. Здесь ключи вставлены, но они не проворачиваются. Стул, даже есть телевизор, окно, как раз там на нашу машину. И здесь туалет. Посмотрим, я еще не смотрела. Ага. Так, вот, ну душ, все чисто. Мыло есть для рук. Супер. Все здесь, и бумага, душ. Даже зеркало есть. Даже зеркало есть, да. У меня такое в комнате. И завтра утром нам сказали, что мы можем уже ехать домой. Также дали Адриане такую рубашечку переодеться, Милане рубашечку дали переодеться. Но сказали, сейчас переодеваться не надо, а когда нас посмотрит анестезиолог, тогда переодеться. Пока нас только смотрел ларинголог. Адриана, конечно, плакала, но хотя он там ничего толком не делал, такого просто посветил фонариком в ушки, в носик. Вот. Поэтому ждем. Может быть, успею даже... Сейчас, если заберут детей на операцию, я сяду ютубом заниматься. Соединяем. Пока ждем анестезиолога на осмотр, решили распаковать новую вот эту игру Андряшкину, да? Да. Нужно картинки выдавить отсюда, да? Да. А потом будем играть. Да, мама. А после операции будем кушать мороженое, да? Да. И я буду. Ты какое мороженое будешь? В рожке или на палочке? Wow. Какое ты бы хотела? А ты какой будешь? Я? Да. Я и то люблю. Ну, наверное, на палочке. А ты какой? Я, наверное, тоже на палочке. Ты же не будешь плакать, правильно? Нет. Тебе маску такую оденут. Шоколадная маска такая, да? Да. И ты уснешь. И тебе будут сниться сны. Сказки разные, там мультики, да? Разные, да? Тут кричит. Мультики, в глазах мультики будут видны, да? Да. Да? И пока ты будешь спать, потом проснешься, и все уже сделали. Да? Да. Много карточек, правда? О, да. Да. А мне получилось это. Главное не потерять эти карточки, да? Да. Потому что у каждой карточки есть своя пара. Да. Ну что, я оставила детей, вышла на улицу в Жабку. Мне даже сказали сами они, что идите купите мороженое. Через 2 часа после операции детям полезно было бы скушать мороженое, потому что снимает отек. Вот я иду мороженое, куплю и себе кофе, наверное, возьму. Уже все, посмотрел анестезиолог детей. Заполнила я там, боже, столько анкет, столько росписей, куча бумажек надо подписать. Вот. Сейчас зайду в Жабку, куплю и расскажу, что сказал анестезиолог. Оказывается, немножко здесь не так, как в Беларуси у нас было, когда Диме делали такую операцию. Кофе делается. Мороженое взяла. И себе тоже. И пойдем. Сейчас уже скоро наша очередь на операцию. Все, я уже пришла в палату. Я так хочу спать жутко. У меня болят глаза просто. Проснулась в 3 часа ночи, а легла в 11. Я поспала
Даже 11:30 я уснула. Я поспала 3,5 часа. Ладно, про анестезиолога. Она посмотрела, сказала... Я спросила, анестезию будете ставить через маску? Она говорит, нет, через вену. Я говорю, можно не делать через вену? Почему я спрашивала через маску? Потому что Диме, когда в Беларуси делали такую же операцию на удаление третьей миндалины, аденоидов, в Беларуси ему ставили просто маску, не кололи вообще руки. И он засыпал. Вот, а здесь сказали, нет, через вену. Я говорю, а можно не через вену, потому что сегодня мы делали анализ крови анализ на группу крови, и я ее еле держала. Она плакала, кричала. И до этого делали анализы. У нее очень тяжело найти венку, и руки проколоты. Она посмотрела на ее руки, там такие синяки у Адрианы на руках. Вот, и вставлю здесь кадры синяка. И она говорит, я дам сироп малиновый, успокаиваю. Я говорю, что за сироп? Она говорит, успокаивающий. Если не поможет, то дам газ. Газ. Я так поняла, через маску подышать газом и успокоится ребенок, или он уснет. Я так и не поняла. А потом она меня сама спрашивает, а вы что, хотите через маску, чтобы анестезия была? Я говорю, ну вообще да. Я бы не хотела, чтобы ее кололи, потому что у нее и так большие синяки. Она сказала, посмотрим. Она увидела синяки, говорит, хорошо, посмотрим. Да, у нее там венки плохо прощупываются, поэтому не знаю. Но мне присутствовать там нельзя. Я все это слышать и видеть не буду в любом случае, потому что мое бы сердце просто разорвалось бы на мелкие кусочки, если бы я слышала опять, как она кричит там. Поэтому ничего слышать, видеть не буду. Вот такие дела. Когда сделают операцию, скажу, как тут все. То есть я понимаю, если спросили меня про маску, хочу ли я обязательно с маской, то значит она есть здесь. Вот, они будут смотреть. Как Милане сделают, не знаю. Но я видела, как деток везут на операцию в таких инвалидных креслах, да. Они сидят в этом халате, в этой рубашке медицинской, их везут, и они такие спокойные сидят. Наверное, им уже дали, походу, сироп, вот этот малиновый, успокоительный, потому что все очень спокойные. Вот. Никто вообще здесь не кричит, нет детей. Я не слышу здесь детей, которые прям кричали бы, плакали, вообще нет. Просто. Ну да, вот посмотрим, как у нас пройдет. Я уже купила мороженое, поставила в морозилку, а Милана уже один йогурт разбила. Он упал, и все вот так разлилось, то вытирали. Милашка вытирала, Дюшка помогала. Что помогала? Ну, вытирать помогала Милашке, да? Нет. Вот видите, какие синячки. Это мы делали анализ крови еще до операции в последнюю неделю. Не могли найти здесь вену, и в итоге прокололи эту руку. И плюс сегодня еще делали группу крови, анализ на группу крови, получается, здесь синяк более явный. Представляете, вот куда ей колоть еще это все, чтобы ставить катетер? Мне кажется, что все-таки ее пожалеют и дадут маску. Да, Дюшка? Да. Принесли от Ряшки сироп малиновый. Весь выпивай. Что? Сладкий, кислый? Вкусный. Ну, надо весь выпить. Выпивай весь. Давай за раз до конца. Давай. Хоп, за один раз давай. И ты молодец. И теперь давай сережки снимем, сказали, и уже можем мы с тобой переодеваться. Тебе будут делать операцию первой. Хочу. А Дюшу уже одели в рубашечку. Вот она, рубашечка. И сказали ей лежать, присматривать за ней. Ей ходить сейчас нельзя. Сейчас ее расслабит. И за ней придут через какое-то время и уже заберут ее на операцию. Да, Дюшка? Да. Адриана очень резко стала веселой. Походу, начал сироп действовать. Она уж такая ватная. Чудик маленький. Ну что, сейчас у нас 14:40. Адриану только что забрали, мы ее провели.
на кресле, потом я ее переложила на такую кушетку, кровать. Милана, переодевалась. Потом я ее переложила на такую кушетку, кровать, и все. Я говорю, кто вот ее унес, да, врачу говорю, она говорит, что видит две мамы, там, не знаю, 2 телефона, все по 2. Она говорит, значит, сироп начал действовать. Все в глазах двоится. Такое вот состояние, вообще Адриану забирали, вообще. Ей было все равно, мне кажется. Ну, такая, максимально расслабленная. Вот сейчас милашка. Дали ей сироп, она выпила, вот тоже переодевается в рубашку. И посмотрим, сколько Адрианы не будет, сколько времени ей будут делать операцию. Сейчас 14:40, посмотрим, во сколько ее привезут и как вообще, в принципе, она будет отходить от наркоза. Ой, сейчас завезли милашку, и я видела Адриану. Она лежала и плакала. Уже ей сделали операцию, но я не могу зайти в ту палату, где она лежала. Скоро мне ее привезут. И она лежала такая беспомощная, на боку плакала. Рядом с ней стояла медсестра. И она с закрытыми глазами лежит, плачет. «Мамочка», говорит. Я аж сама расплакалась. Но мне говорят, вы не можете туда зайти. Сейчас привезут. Божечки, мне так жалко, я прям не могу. Już powiedzieć. No. Все, мама тут, Бочка, все, мама тут. У него боли ухо? Нет? Dostają przeciwbólowe, a biała uszy też? Drenaż? Nie. Мамка. Ручка. Ты уже поспала, Дюша, после операции уже поспала. 1,5 где-то примерно часика. Будешь еще спать? Нет, да? Болит что-то у тебя? Горлышко болит? Нет? Ну, супер. Носик дышит? Дышит, хорошо. Через полчасика можно будет уже пить водичку. Да? Сейчас милашку должны нам привезти. Что-то долго милашки нет. Адряшку привезли, и она сразу уснула. Где-то часа 1,5 она поспала. Вот. Проснулась и ничего не помнит. Так долго? W ogóle nie ma po co iść, no bo już nie będzie. O, no już tego nie ma. Ale dostałaś przeciwbólowo, nie płacz żabką. Привезли милашку. Уже она уснула, моментально уснула. А Дюша уже выспалась. Еще не спишь. Ну постарайся выспаться, поспать. А Дюша уже поспала, уже лучше себя чувствует, да? Через 30 минут Ади можно кушать и милаши попозже немножко. И завтра утром домой поедем, правда? Да. А Дюша уже кушает мороженое, да? Милашка спит. Проснется тоже будет. Вкусно? Это первая еда за целый день, да? Адюшка кушает. Принесли вот такой вот творожок. И 2 печенька, они очень мягкие, как бисквитные. Я думала, ничего не принесут. Принесли им на ужин. Вкусно? Милашка с папой общается. И с Димкой. Да. Уже ей через минут 40 можно кушать. Ну что, у нас 8 часов. Не знаю, видели вы меня когда-нибудь такую в блоге у меня или нет. Я спала, прибежали врачи. Что-то начали быстро-быстро мне тараторить про самочувствие спрашивать. Принесли в стаканчиках какие-то лекарства. Начали объяснять, если ночью станет плохо. Боже, я только спросонья, они мне кучу всего говорят, и это и вроде я поняла все, а сейчас я уже ничего не помню, что они от меня хотели. Но они поставили капельницу и Милане, и Дюше.
Поставили капельницу, катетеры уберут утром. Утром еще будет обход. Вот. И, в принципе, что? И, в принципе, все. А с этим лекарством я не помню. Помню, что надо ночью его дать, если станет плохо что-то. Короче, шок к чему. Просто быстро и убежали. Ай, ужас! Я не выспанная еще. Капец. Боже, побыстрее б уже завтрашний день поехать домой и отдыхать. Я вообще не представляю, как я здесь буду спать еще. Покажи ручку свою. Вот поставили катетер. Болит ручка? Уже лучше, да? Милашка мороженое свое еще не ела, не хочется ей. И я не представляю, как я буду на такой кровати узкой с Адрианой спать. Я, наверное, вальтом буду. Я сюда головой и ногами туда, а Адриана там головой, потому что по-другому я вообще не представляю. Será muy egoísta a ti desearte el mal. Yeah, conmigo a la buena y la mala pa' él. Yeah, yeah, yo soy como turista visitando el mar. Yeah, te veo con otro solo que no hace. Ну вот так вот я соединила кровати. Так, думаю, будет удобнее, хотя вот здесь все равно между кроватями вот такая большая щель. Но ничего, ладно, там, в принципе, должно быть все равно, я думаю, поудобнее. Мы уже будем отдыхать, и завтра будем ехать уже в сторону дома, так что увидимся уже завтра. Надеюсь, нас выпишут не в обед и не после обеда, а с самого утра, потому что хочется быстрее уже поехать домой. Ну что, до завтра. Доброе утро. У нас уже следующий день настал. Уже был обход. В 6:30, в 7 утра приходили врачи, смотрели. Все хорошо. Мы сейчас собираемся ехать домой. Мы уже, вернее, собрались. Сейчас будем идти просить пани Пелегнярку, чтобы катетеры сняла с руки. И будем идти домой. Адюша, ты готова домой ехать? Да. Да. Сказали, все хорошо, в садик, в школу, естественно, ходить сейчас нельзя. Хотели, чтобы через неделю, сегодня у нас среда, хотели, чтобы в следующий вторник мы снова приехали сюда на осмотр. Но я сказала, что мы далеко живем, поэтому разрешили у нас там пойти просто к ларингологу и провериться. Вот, лекарства нужно, такие минимальные, попить. Милане только в нос мазь с антибиотиком, у Адриане нет антибиотика. И все. И через неделю, по идее, все должно уже окончательно пройти, зажить, и уже можно будет ходить в школу. Все, мы уже в машине, катетеры сняли, да, Милаш? И едем домой. Вернее, не совсем домой, по пути заедем в город, именно во Вроцлав, заберем Влада, потому что он поехал тоже к врачу, к ортопеду, посмотрел по времени, получается, от нашего дома до ортопеда 2,5 часа на общественном транспорте добираться. 2, вернее, не 2,5, 2. Через весь город. С пробками, с пересадками. Я говорю, давай я тогда сразу к тебе приеду, заберу тебя, чтобы тебе 2 часа не ехать. И вместе домой поедем. Так что поехала я забирать Влада. И, наверное, все. Увидимся с вами в новом видео. Если какие-то есть вопросы, если у вас похожая ситуация намечается, то можете писать в комментариях, все подробнее. Может, где-то что-то упустила, все подробнее расскажу. Давайте пока скажем. Да. Адюш, скажешь? Да. И всем Пока-пока! пока!